Эта история произошла с мужчиной по имени Олег. Он жил в деревне, в домике на окраине, окруженном красивым и спокойным ландшафтом. Вместе с ним жила его верная собака, девочка по имени Милка. Однажды много лет назад Олег безумно полюбил эту собаку, и с того дня они стали неразлучными друзьями. Олег был простым человеком, скромным и добрым. Он не имел семьи и детей, но с Милкой чувствовал себя полностью счастливым. Они вместе пережили множество приключений, наслаждались простотой и красотой жизни в деревне. Летом Олег занимался рыбалкой и охотой, а также отправлялся в лес в поисках грибов. Он находил самые вкусные и редкие грибы, а Милка с нетерпением ждала, когда ее хозяин вернется и поделится своими находками. Особенно Олег любил летнюю пору. Гуляя по окрестностям, он любовался красивой природой, слушал пение птиц и наслаждался свежим воздухом. Вечерами он с Милкой садился на берег реки и рыбачил, наслаждаясь спокойствием и тишиной. Милка всегда была рядом, охраняя своего хозяина и радуя его своей преданностью и лаской. Наступила зима, и деревню засыпало снегом. Олег заготавливал дрова, чтобы прогреть свой маленький домик. Он расчищал свою территорию от снега, чтобы Милка могла свободно бегать и играть. Вместе они строили снежные башни и катались с горки, забывая о холоде. Зимние вечера Олег проводил рядом с камином, греясь и размышляя о жизни. Милка лежала у его ног, излучая тепло и спокойствие. Ранней весной его собака ощенилась и принесла Олегу 6 щенков. Мужчина был очень рад этому пополнению. После того, как щенки подросли, Олег начал отдавать их в добрые руки. Он старался найти для каждого щенка любящих и преданных хозяев. Однажды он заметил, что Милка постоянно куда-то убегала, а возвращалась только вечером. Это странное поведение собаки Олег наблюдал в течение нескольких дней. Питомица то и дело убегала со двора, а возвращалась поздним вечером. В какой-то момент показалось, что она отдает часть своих сил. Все реже подходила к миске. И аппетит у нее просыпался только под утро, когда наступало время кормить щенков. Олега беспокоило ее состояние, тем более, что она недавно ощенилась, и еще не успели всех щенков разобрать. В доме оставался еще один, но он уже обходился без материнского молока. А вот собака еще не все выкормила, и видно, что с кем-то делилась своим молоком. Хозяин решил понаблюдать, кому же, все-таки, его питомица помогает. Ему стало интересно, и он ближе к полудню, когда собака отправилась со двора, отправился за ней вслед. Чтобы она ничего не заметила, Олег прятался за деревьями. Было заметно, как питомица нервничала и постоянно оглядывалась. Уже заходя в густой лес, собака еще раз оглянулась, поводила носом по ветру и решительно зашла вглубь зарослей. Олег, будучи опытным охотником, аккуратно раздвигал ветки, чтобы они не трещали, и незаметно шел за своей преданной собакой. Когда они миновали небольшой овраг, питомица на какое-то время скрылась из вида. Мужчина испытал некоторую тревогу, думая, что может потерять своего верного спутника, но нет, обойдя пригорок с другой стороны, он чуть не наткнулся на раненого волка. Хищник лежал возле своего логова, и по его изможденной фигуре было видно, что он обессилен и нуждается в помощи. Очевидно, что волк стал жертвой беспощадных охотников, однако было неясно, где находится сама волчица. Олег мог только догадываться. Единственное, что приходило ему в голову, это то, что хищницу подстрелили, волчат сразу не нашли, а сам волк, придя на помощь своей семье, попал в засаду и получил серьезное ранение. Теперь Олег, глубоко задумавшись, полностью осознал, куда все это время исчезала его верная собака. Однако, вопрос о том, как она смогла найти волка и его маленьких щенков в глухом лесу, оставалась загадкой для него. Мужчина предположил, что у собак и хищников должно быть невероятно развитое обоняние, позволяющее им чувствовать опасность или зов на помощь на расстоянии нескольких километров. И, похоже, именно благодаря такому чуткому обонянию его питомица смогла найти раненого волка и его малышей. Зрелище, которое предстало перед глазами Олега, было просто жутким. Мучения, которые испытывал хищник, вызывали у него глубокое сострадание. Однако Олег понимал, что судьба волка уже была предрешена, и оставалось только не мешать собаке продолжать свои ежедневные походы в лес, чтобы подкармливать и ухаживать за маленькими волчатами. Кто знает, возможно, эти щенки смогут выжить и в будущем отплатить своему благодетелю добром. Ведь известно, что дикие животные долго помнят хорошие поступки и всегда готовы отблагодарить за них. И так случилось, что по прошествии нескольких месяцев собака Олега стала все реже бегать к своим подкидышам, ведь они сами начали навещать ее. Видимо, они приняли ее за свою настоящую мать.
Ничего не поделаешь, так устроена природа, кто воспитал, тот и родитель. И, без сомнения, эти волчата еще долго будут помнить заботу и ласку, которую оказала им эта простая дворовая собака. Животные прекрасно помнят добро, оно оставляет след в их памяти, и со временем, возможно, даже через годы, они обязательно отблагодарят свою благодетельницу искренностью. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.